Всем привет! Вторая серия про Карловы Вары. Вот сидим в аэропорту. Собираемся вылетать в Карловы Вары. Будем снимать все той же компашкой. Сейчас покажу вам все эти довольные лица, которые сидят здесь. Уже наелись, напились. 2 литра колы выпили, 4 стакана кофе. Наелись бутербродов. Сейчас сидят и ждут самолет. Нет. Вот первый клиент, который едет в Карловы Вары. Говори. Едет в Карловы Вары. Вот второй клиент. Карловы Вары нас ждет фестиваль. Фестиваль. Вот еще один клиент. Всем привет. Теперь немножко видео по международному аэропорту Бен-Гурион с фонтанчиком. Смотрите, что они наделали на столе. Посмотрите, сколько бумажек. Посмотрите. Это ж столько надо съесть в 4 утра. Эх. Полетели в Прагу. Вот мы и приземляемся в Праге.
Вот мы снова в Карловых Варах, наконец-то. Я целый год ждал этого момента. Как он мне нравится, этот город. Начался кинофестиваль 2 дня назад. Смотрите, сколько народу. Самое, что интересное, что 5 числа, последний день кинофестиваля, 6 числа здесь ни одной души не будет. Но вот именно надо приезжать сюда для того, чтобы почувствовать весь колорит, всю атмосферу в дни кинофестиваля. Тогда будет чем заняться здесь. Вот мы опять подходим к колоннаде. Отсюда начинается весь ряд колоннад. Какая-то церковная колоннада, еще какая-то колоннада. Я их по именам, честно говоря, не помню. Но в каждой колоннаде разные источники. Это относительно новая старая колоннада. Туда немножко подальше. Смотрите, сколько народу. А вот она, красная дискотека Red Party. Ее уже построили, прошлогодняя. Сегодня мы обязательно здесь отметимся. Но чуть-чуть попозже. Ближе к 12 ночи, так примерно. Народу, конечно, валом. Вот за что я люблю в это время, это Карловы Вары эти. Это вот только вот за это. Вот она. Red Party. Люди вон уже начинают колбаситься. Хотя время всего лишь обед. Какая красота. Ребят, я очень советую всем моим подписчикам и даже нет, те, которые только в будущем будут смотреть мой канал, я очень советую. Смотрите на следующий год, в какие месяца, в какие дни кинофестиваля приезжайте в Карловы Вары обязательно. Я сам лично уже 2-й раз здесь, на 2-м кинофестивале. В прошлом году был 57-й, сейчас 58-й кинофестиваль. Но мы вот только приехали недавно, 2 часа назад, я не выдержал, сразу же пошел в центр, чтобы снова вспомнить, чтобы снова ощутить всю эту атмосферу. И посмотрите, действительно, это того стоит. Я не знаю. Мне нравится. Смотрите, какая красота. Вот кинотеатр, в котором будет проводиться кинофестиваль. А вот она, Red Party. Вот здесь, если есть обед, можешь такой купить. Итак, 2-й день в Карловых Варах. Еще один хороший вечер в Карловых Варах. Смотрите, какие платья вечерние. Это бутик Dress Control. Платья начинаются от 5000 крон. Переводите на свою собственную валюту, будете знать, сколько это стоит. Но платья реально шикарные. Это район кинотеатра, где проходит кинофестиваль. Здесь стоит пив-бар, это временный, его после 5 числа снесут. Вот этих вот кафе-бистро тоже не будет после 5 числа.
и все уйдут. Тут пиво, ликеры, мартини, делают еда горячая, сосиски, кукуруза, курочка, шницеля, все, что хотите. Голодным не уйдешь отсюда. Кстати, сосиски подорожали с прошлого года. В прошлом году были одна штука 100 крон, в этом году уже 125. Растут цены. Санкции, инфляция. Так, я вам быстренько сделаю, значит, обзор словесный, а потом будете просто смотреть видео сами по себе. Мы находимся сегодня в городе, называется Франческой Лазни. Это примерно 40 километров от Карловых Вар, один из курортов Чехии тоже. Он, в принципе, небольшой, это деревня городского типа, получила статус городского типа. Но на самом деле она деревня, потому что всего-навсего население 5000 человек по сравнению с Карловыми Варами, в которых проживает 54 тысячи человек. Этот курорт тоже считается лечебным. И по посещаемости на душу населения, которое проживает в этом месте, он более посещаемый в год, чем Карловы Вары. По одной простой причине, что здесь лечат помимо кишечно-желудочного тракта, который лечится только в Карловых Варах. Здесь лечат еще и женские заболевания, гинекологические, бесплодие и так далее и тому подобное. И очень успешно и эффективно, говорят. Поэтому девочки, женщины, у кого проблемы с этим, вам именно сюда, не в Карловы Вары, хотя он немножко, ну мы только приехали, правда, он немножко скучноватый по сравнению с Карловыми Варами, но все равно, как бы, вот один из колоннад, здесь 3 вида воды находится, первые 2, которые вы видите, Глаубер 3, Глаубер 4, это слабительные, они находятся на глубине от 52 до 92 метров. И вот эта вот вода, она ближе относится к источнику номер 6, который в Карловых Варах, в принципе, многим назначают его пить. Она называется так: не поможет, но и не навредит. Поэтому вот такой вот обзор. Мы сегодня выехали по курортному треугольнику. После этого мы поедем еще в Марианские Лазни, в Хэп поедем. И я оттуда вам прокомментирую. Но вот это вот сейчас это Франческие Лазни. Будем проходить по городу, я поснимаю. Вот такая вот информация. Это вот эта вот колоннада внутри, которую я вам рассказывал только что. Здесь находятся источники. Их тут всего лишь 3. Где написано Глаубер 3, Глаубер 4, Костольный. Ну, конечно, более такой, я не знаю, как другие источники здесь, но вот это вот более закрытые по сравнению с Карловыми Варами, которые вы видели уже, и многие, которые бывали, они открытые такие колоночки, она постоянно течет, постоянно подходят люди и набирают. Здесь открытые, желательно, конечно, со своими стаканчиками приезжать курортными. Если нет, есть пластиковые стаканы, которые стоят здесь денег. Запомните, единственное, все очень просто, как в любом туристическом городе. Вода бесплатная, туалеты платные, поэтому имейте это в виду. Вот еще один источник. Посмотрите, какая вода в колбе. Это, в принципе, такую воду ты пьешь. В ней очень много сероводорода. Она находится на глубине всего лишь 4 метров. Эта колоннада более такая помпезная. Да. Клубы у них сезонные. Вот ранее это тюльпаны, нарциссы, потом какие-то другие цветы. Это сейчас летний период, бархатцы, да, как у бабушки на даче. Но смотрится красиво. Вот
Франческих Лазни все началось именно с этого источника. Он так и называется Франчесик. Это именно тот источник, который лечит бесплодие у женщин. Никто не знает как, никто не знает где, но если принимать его так, как прописывает доктор, оказывается, что это действительно помогает. Поэтому все девочки, которые женщины, страдают этим, ну, наверное, просто стоит попробовать по одной простой причине, что хуже вам точно от этого не будет. Особенно тем, кому терять нечего. Вот это вот центральная аллея. Сейчас пойдем по ней гулять. А здесь, если вы обратите внимание на вот это желтое здание, это просто называется газовые лазни. Это обычный газ СО2, СО2, который садишься в кресло и тебе наполняют его в комнате до уровня груди, заполняют полностью комнату, и оно обеспечивает лимфодренаж, кровообмен и так далее. Поэтому вот так вот, оказывается, очень много интересного, то, что, в принципе, я даже не знал. Есть чем себя занять, если приехать сюда отдыхать. Вы уже заметите, что атмосфера здесь совсем другая. Да? Вот средний возраст. Итак, мы продолжаем нашу однодневную экскурсию по курортному треугольнику, и мы сейчас приехали в город Хэп. Центральная рыночная площадь. Население города Хэп 17 тысяч человек. Все провинции, которые находятся рядом с ним, такие как Франческие Лазни и Марианские Лазни, они подчиняются муниципалитету Хэба. Чтобы вы поняли, это граничный город с Германией, причем с Германией с ФРГ бывшей. И еще с 90-х годов, когда в 90-м году вывели отсюда советские войска, это пограничный город, я еще раз напоминаю, поэтому отсюда выводили советские войска. У них начались такие же 90-е, как в бывшем Советском Союзе. Тоже беспредел, также вышибалы, также рэкет. И до сих пор этот город славится очень дурной славой. То есть даже до сегодняшнего дня говорят, что здесь очень сильно развито воровство, карманники, щипачи. Поэтому те, кто сюда приедут, советую следить за своими карманами. Очень сильно развита проституция в ночных клубах. Продажа оружия, наркотиков, то есть все это официально, может быть оружие неофициально с наркотиками, но проституция в ночных клубах официально, включая казино и так далее. Вот такая вот обзорная экскурсия по Хэбу. Еще раз напоминаю, это центральная рыночная площадь. То, что буду дальше снимать, это может быть даже без комментариев, поэтому приятного просмотра всем дальше. И потом уже к ратуше нужно будет вернуться. Наше внимание, Всем еще раз привет. Мы приехали в третью точку нашего курортного треугольника Марианские Лазни. Чем отличаются Марианские Лазни от всех остальных? Итак, напоминаю вам, Карловы Вары отвечают за кишечник, Франческие Лазни отвечают за бесплодие по большей части, а Марианские Лазни, вот их колоннада, кстати, с источниками, они отличаются от других, это урологией и мужскими заболеваниями. Здесь же находится недалеко мужской монастырь, белые монахи. Кто не знает, кто такие белые монахи, это монахи, которые в раннем детстве, в юношестве дают обет молчания, обет какой-то там, что они нигде, никогда и ни с кем. Ну, типа как монастырь девственниц наподобие. Вот. Население Марианских Лазней 16 тысяч человек всего лишь. Но по посещаемости он тоже, в общем-то, один из, даже по большей части, может быть, чем и Карловы Вары. Не только мужчины ездят сюда лечиться, но и женщины почему-то. Народу относительно, но это центр, поэтому народу, в общем-то, много. Но не столько, сколько
в Карловых Варах, конечно, но в Карловых Варах просто сейчас идет кинофестиваль, поэтому вот. Находится высоко в горах относительно. Если Карловы Вары находятся 400 метров над уровнем моря, то Марианские Лазни это 800 метров над уровнем моря. Даже сейчас ощутимо здесь, что намного прохладнее, более чистый воздух такой горный, прохладненько. Вот. Здесь в свое время жил когда-то Максим Горький, который дописывал свою книгу, которую не мог дописать 8 лет, живя в России. Архитектура, как и везде в Европе. Посмотрите. Такая вот колоннада. Естественно, как везде и как все. Вода, пей бесплатно, туалет платный. Вот, кстати, и туалет. Еще одна достопримечательность Марианских Лазней, поющие фонтаны. Происходит это раз в 2 часа. Фортепианной музыки имени Шопена. Имени Шопена не случайно. Шопен в этом городе был дважды. Это была очень эмансипирована. Она после смерти мужа стала носить его брючные костюмы. Это первая женщина, которая делала на себя брюки. Спасибо, Жорж Санд, что находим все в брюках. Ну не все, я одна в юбке. Вот мы наконец-то добрались до последней нашей точки. Это ресторан «Скала». Все это натуральное здесь. Сама скала, сама пещера существует с 1100 года. Вот такой вот вход. Посмотрите, сколько мы прошли. Когда-то в 16 веке тут нашли источник с мягкой водой. Все, что требуется для производства пива. Хмель, ячмень, дрожжи пивные и мягкая вода. Решили построить здесь пивоваренный завод. И производят свое собственное пиво здесь. Вот оно. Ходовар. От слова ходить и варить. Переводится как. Это всем уже давно-давно известное. Это очень много информации в Ютубе на эту тему. Но сюда приехал я. И мы будем здесь кушать и пить. Самое то, что распространенное блюдо, это, конечно, колено. Свиное, зажаренное, вымачивают его очень много. И свиные ребрышки, конечно. Говорят, что это очень вкусно. Сейчас мы пойдем, у нас зарезервированные столики. Сейчас мы пойдем и будем кушать. Посмотрите, сколько народу. Столы и стулья дубовые.
Вот наше хозяйство. Посмотрите, сколько народу здесь. Кому интересны цены, Ходовария в Скале ресторане, вот, пожалуйста, ставьте на паузу, рассматривайте цены актуальные на июль 2024 года. Это сторона еды, причем меню на русском, а это сторона пива, ну и вообще напитков. Вот посмотрите, какое колено принесли. У нас в маленькой Праге половина от этого. Это вообще можно на двоих. Но на двоих я не знаю, но один я точно это съем. Поэтому это очень большое, просто-напросто. Еще я вам хочу показать свиные ребрышки. Смотрите, как они выглядят. Какая вкусняшка. Вот мой. Так, всем привет. Еще один день в Карловых Варах. Очень полезная информация для тех, кто ни разу не был в Карловых Варах. Или для тех, кто был уже, но до сих пор этого не знает. Итак, по поводу проезда. Проезд в автобусе стоит, если вы покупаете в гостинице на лобби билетик, он вам обойдется в 30 крон. На самом деле это комиссионные гостиницы. В самом же автобусе можно приобрести билет у водителя за наличку. Он вам обойдется в 50 крон. Но если у вас есть с собой кредитная карта либо телефон, то можно прямо в автобусе купить его через автомат за 25 крон на 20 минут, либо за 30 крон на 30 минут. Также есть скидки для детей и инвалидов, соответственно, 12 крон на 20 минут и 15 крон на 30 минут. Но есть же также и киоски. Они находятся на двух станциях здесь, которые ближе к центру. Это остановка Трижницы. Туда сходятся все линии автобусов. Там есть киосочек. В нем же можно и купить эти билетики. Они вам обойдутся 25 крон за наличку. Есть также недельный проездной. Это то, что мне писали в прошлый раз в комментариях люди, которые посещали. Я не знаю, насколько это выгодно. Я посчитал, что невыгодно. Стоит он на неделю 300 крон. Но в него, говорят, входят и фуникулер, который поднимается на гору Дианы, и фуникулер, который поднимается в гостинице Империал. Кстати, вот здесь вот она с правой стороны, ее за деревьями сейчас не видно. Но дело даже не в этом, это по поводу проезда. Очень многие люди приезжают сюда, и, естественно, интернета у них нету. И люди начинают думать, а где же взять интернет? Либо из дома купить eSIM-карту, либо Global SIM. Но на самом деле, по моим подсчетам, получается, что eSIM покупать в Чехию это очень дорого. Реально очень дорого. Они хотят, по-моему, $22 на месяц за 10 джига. Здесь можно в Карловых Варах, в тех же киосках, купить эту сим-карту от 250 до 200 крон. То же самое 10 джига, то же самое на месяц. Так что делайте свои выводы.
билеты, цены вы сами видите. На данный момент меню на чешском языке, но есть 4 языка для выбора. Если вы видите, есть русский и английский флаг, а также, само собой, это чешский и еще немецкий. Так что, я думаю, достаточно языков для того, чтобы можно было просто-напросто купить билет, хотя бы с первого раза, для того, чтобы понимать. Поверьте мне, все остальные разы вам будет неважно, на каком языке автомат находится, для того, чтобы просто-напросто купить билетик. Ну, вот так вот. Вот в таких киосочках продают проездные на транспорт. Это те, у кого нет с собой кредитной карты, а просто хотят за наличку купить. Здесь же продают симки. И здесь же продают и сигареты, если кого-то курящих интересует. Рядом с ним стоит такой же ларечек, но здесь более сувенирчики такие, всякие магнитики, стаканчики, чтобы водичку пить. Вот это вот, кто еще не знает, здесь гейзерная. Просто обычный гейзер бьет наверх. Очень горячая вода, 72 градуса. Там есть 3 кранчика, с которых можно пить воду с этого гейзера. Температура 72 градуса. Ну, от чего она, честно говоря, не знаю. Ну, говорят, ничем не поможет, но и не навредит. А мы идем опять к колоннаде. Люди фотографируются. Сегодня здесь включили на речке фонтан. Просто так. Кстати, советую пользоваться аппликацией Bolt. Это на самом деле самый дешевый такси здесь, через аппликацию, если вызывать. Мы находимся в магазине сейчас вечерних платьев. Называется Dress Control. Кому? Просто ради интереса посмотрите, какие платья здесь. Цены начинаются от 250 евро. Платья реально очень красивые. Есть платья, которые доходят, ну, до 500 евро. За платье. Это вот новая коллекция. Я этот магазин в прошлый раз снимал, но снаружи. Находится он недалеко от колоннады, кстати, рядышком. Его очень легко найти, этот магазин. Там конечная остановка двойки. Выходите буквально 300-400 метров, и называется он вот так. Есть у них еще один филиал вот здесь вот напротив, но там более такой упрощенный вариант. Но вот это вот, девочки, женщины, кому интересно, дорогие вечерние платья, пожалуйста, они, в принципе, тут единственные. Мы очень много бутиков обошли здесь, в Карловых Варах, и, в принципе, нету такого повторения. Платья в основном все итальянские. Платья реально красивые. Еще делают 10% скидку.
отличный, по-моему, шоппинг-центр в Карловых Варах. Сколько раз туда заходили, что в прошлом году, что в этом, ну нифига там нету народа. И нифига там выбора нету. Такое тряпье. Просто слов нет. Единственное, что есть болгарские крема роза. Очень много и очень разные. Находится на первом этаже. Если вы заходите с мостика, немножко передвинули магазин. Раньше он был при входе справа. Сейчас надо повернуть направо и пройти пару магазинов. А так больше, если честно говоря, нечего здесь делать. Ну, а мы направляемся в сторону кинотеатра. Да, кстати, я неправильно прочитал. Пассаж называется Актриум. Атриум. Вот он. Нечего делать там, сразу говорю. Кинофестиваль разъехался. Людей стало меньше. На улицу вылезли художники, музыканты. Во время кинофестиваля тут места для них не было. Просто везде стояли пивные лавочки, коктейли. Вон, видите, все уже разбирают. Уже ничего не осталось. Вот напротив, там, где в этом году было в прошлом году Red Party, в этом году Кампари его назвали. Все закрыто, все разбирается, демонтируется. Еще день-два, ну, Кампари, скорее всего, еще пару дней. Они потому что в основном по ночам работают. Строители разбирают его. Ну, пару дней от него ничего не останется уже. А это напротив меня гостиница «Термал». Она здесь проживают, а вот там вот у них бассейн с термальными водами. Температура от 60 до 108, от 38 до 180 градусов. Есть 3 бассейна, 38 градусов, 100 градусов и 180 градусов. Вода. Народ еще шляется. Жарко. Второй день очень жарко. Вчера было 38, сегодня 31, по-моему. Но завтра уже похолодание, будет хорошо. Завтра будет 23. Надеемся еще пару раз дождики застать здесь, прежде чем уедем. Здесь речка внизу, там утки плавают, рыбки. Мы уже продвигаемся, подходим к кинотеатру. До сих пор еще осталось там кафе-бистро. Там делают немецкие сосиски на гриле. На гриле. В прошлом году его сразу же после закрытия кинофестиваля убрали. А в этом году он еще действует, как ни странно. Ну, хоть на что-то доход у людей будет. Пожрать-то людям надо. Все равно. Так вот. А вообще, как во всей Европе, магазины закрываются в 5 вечера. Единственное, кто работает, это китайцы. Они держат здесь маленькие супермаркеты, продают там, ну, практически все, включая сигареты, фрукты, овощи. Малинка, черешня, крыжовник, голубика, клубника. Цены не особые, дешевые. Цены примерно в среднем 29 крон за 100 грамм. Ну, переводите на свои деньги, просто считайте, почем это. Но это вкусно. Реально, вкус хороший. Вот. Была пивная Пилснер вот здесь, вот с левой стороны. Уже ее нету, разобрали. Если вы помните в начале видео, как только я начинал снимать, как только я ходил здесь, и уже даже с кинотеатра сняли вывеску 58-й Карловарский кинофестиваль. Кстати, кому интересно, вот здесь вот наверх поднимаясь и направо повернуть, есть казино. Работает 24 часа в сутки. Я туда не ходил, мы просто заходили туда. Дресс-код не нужен, как во многих европейских казино. Достаточно при себе иметь паспорт. Вход бесплатный. Не нужно платить за вход туда. Цены внутри, правда, честно, не знаю. Я хотел сходить, потом чего-то передумал. Вот. Так что не пошел.
Кого интересует тайский массаж? В центре, откуда я иду, там цены, конечно, дорогие. Там есть два салона тайского массажа. Цены обычный ойл массаж тайский с маслом 1400-1500 крон. Вот здесь вот, если идти, вот это вот, кстати, почтовое здание стоит красное. Если идти туда на улочку, там можно массажные салоны подешевле найти. Там есть и 900, и 1000 крон ойл массаж. Так что без проблем. Я тебя сниму. Ой, молодец. Я тебя научил гавкать. Да. 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 Голос. Иди сюда. Идем, я здесь. Идем. Идем скорее. Ты будешь теперь звездой Ютуба. Иди сюда. Идем. Идем. Голос. Молодец. Голос. Правильно. Громко. Ты ж собачка. Давай громко. Еще. Молодец. Еще. Ой, молодец. Итак, всем еще раз привет. Предпощальный вечер, предпоследний. В Карловых Варах. Отель Ричмонд. Это не реклама, кстати. Мы в нем второй раз. Очень понравился, народу очень много. В этом году очень много молодых с детьми. Чем заняться здесь есть всегда. Гостиница находится в лесопарке. Где-то примерно 1,5 километра. 700 метров от центра. Вечером здесь тихо, спокойно, никакой суеты, никакой шумихи. Даже во время прохождения кинофестиваля. Если кому будет интересно, приезжайте, поверьте мне, не пожалеете. Люди сюда ездят уже по 7-8 лет. Есть такие, которые и 10. А есть такие, которые мы в этом году встретили, которые были с нами в прошлом году. Дополнение к этому, опять же, это не реклама. Мальчики, девочки, мужчины, женщины. Кто любит тайский массаж? Я вам сейчас покажу визитку с тайского массажа. Поверьте мне, я немножко понимаю в тайском массаже. Но такой, который сегодня я сделал здесь, я такого не делал. Хотя я обошел за 2 года здесь почти все массажные салоны тайского массажа. Поэтому вот смотрите. Кто успеет увидеть, увидит. Кто не успеет увидеть, ставьте паузу, записывайте, запоминайте, фотографируйте экран, смотрите. Опять же, напоминаю, это не реклама. В этом году вот заработал наконец-то фонтан. Правда, 2 дня из 3 он не работал. 2 дня предпоследних. Позавчера и позапозавчера. Но его сделали. Теперь он работает, поливает. Очень было жарко предыдущие 3 дня. Сейчас будет гроза. Уже тучи собираются. Сказали, в 8 вечера будет гроза. Погода хорошая, спала, было очень жарко. Было очень-очень жарко. Просто на солнце доходило. Тут буквально пару дней было 35-38. Но мы не любим такую жару. Посмотрите, какой лесопарк. Прямо возле отеля находится. Здесь очень приятно гулять. Сразу же за отелем находится лес, в котором, я не знаю, у меня там еще есть один контент по Карловым Варам 23-го года, поэтому я вам его в конце просмотра выставлю как рекомендуемый ролик для просмотра. Можете просмотреть 23-й год, сравнить с 24-м. Ничего особенного не изменилось. Но, может быть, только немножко цены. А так вот такой вот контент. Я постараюсь сюда, приеду домой, еще аэросъемку добавить с дрона, который я делал в этом году первый раз. Надеюсь, получился достаточно хороший. Я так надеюсь. Мне еще все это соединять. А это японский сад. В прошлом году я его тоже снимал, кстати. Здесь его построил какой-то или какая-то японская архитекторша. Сейчас я вам покажу. Здесь написано про него. Кому интересно, почитайте. Просто остановите и почитайте. Такая вот доска есть.
тут, по-моему, на 4 языках. Да? Нет? Или я ошибаюсь? По-моему, английский, чешский, немецкий и русский. На 5. Что есть? 5. 5 языков. Еще японский, да? А, японский, да. Вот смотрите.